Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим процессы формирования статистической информации от сбора до хранения и узнаем, кто является участниками процессов. Производство официальной статистической информации состоит из процессов, которые вы видите на данной схеме. Изучение потребностей, проектирование процесса производства, построение процесса производства, сбор первичных статистических данных, обработка данных, анализ данных, распространение официальной статистической информации, оценка производственного цикла. Все эти процессы регламентируются Законом Республики Казахстан о государственной статистике и типовой методикой описания процесса производства статистической информации государственными органами. А сейчас я предлагаю подробнее остановиться на ключевом статистическом процессе – сборе первичных статистических данных. Сбор первичных статистических данных включает в себя сбор всей необходимой информации с использованием различных методов, а также ее загрузка в соответствующую среду для дальнейшей обработки. Сбор первичных статистических данных бюро осуществляет на основании ежегодного плана статистических работ. Его мы обсуждали на прошедшем уроке. В свою очередь, план статистических работ, например, на 2022 год включает 146 общегосударственных и 46 ведомственных статистических наблюдений. Это значит, что за 2022 год органами государственной статистики будет проведено 192 наблюдения ежемесячной, ежеквартальной и годовой периодичности. Из них 15 общегосударственных статистических наблюдений направлены на обследование домашних хозяйств, и по 131 общегосударственному наблюдению отчитываются предприятия страны. В свою очередь, по всем ведомственным статистическим наблюдениям респондентами являются предприятия соответствующих отраслей. Для максимального удобства и экономии времени при сдаче статистических форм в бюро внедрена информационная система e-статистика. Респондентам представлена возможность отправки отчетов с рабочего места посредством интернет-портала в онлайн-режиме по формам общегосударственных статистических наблюдений, без дублирования их на бумаге. Отчет по статистике сдается в электронном виде через кабинет респондента на сайте бюро с помощью электронной цифровой подписи. Статистические формы можно получить самостоятельно в кабинете респондента на сайте stat.gov.kz. Также хочу сделать акцент на том, что первичные статистические данные являются конфиденциальными и используются органами государственной статистики исключительно в целях производства статистической информации. Конфиденциальность первичных статданных органами государственной статистики обеспечиваются при их сборе, обработке и хранении. Стат-информации и базы данных, позволяющие прямо или косвенно установить респондента или определить первичные статистические данные о нем, являются конфиденциальными и могут распространяться только при наличии согласия респондента. При приеме статистических форм бюро осуществляет проверку первичных статистических данных на соответствие требованиям арифметико-логического контроля. Это многоуровневый контроль, представляемый респондентом, и первичная информация на наличие допущенных логических ошибок и на полноту ввода первичных данных. При предоставлении респондентами отчетов в режиме онлайн проверка осуществляется автоматически и до момента его отправки в хранилище первичных статистических данных. Отправка первичных данных, не прошедших указанного контроля, блокируется, и вероятность попадания в первичную базу ошибочных данных сводится к минимуму или полностью исключается. В настоящее время из 146 статистических форм респонденты могут предоставлять в органы статистики порядка 130 в режиме онлайн. Также внедряются новые технологии сбора и обработки статданных. Сегодня в бюро проводятся обследования методом индивидуального опроса с применением мобильных устройств, а также методом телефонного опроса через компьютеризированные системы. Следует отметить, что внедрение данных методов позволяет проводить опросы респондентов максимально быстро, эффективно с точки зрения временных затрат и человеческих ресурсов. Следующий процесс, который мы также подробно изучим, это обработка первичных статистических данных. Оно включает в себя описание процесса очистки данных и их подготовку для анализа, а также включает в себя проверку и преобразование вводимых данных с целью анализа и распространения в качестве официальной статистической информации. Результатом проведенного статистического наблюдения является огромный массив первичных данных. В целях сохранения введенных данных в систему все первичные данные проходят нормализацию, то есть перевод данных, введенных респондентом с привязкой к
к показателям и разрезностям в хранилище первичных статистических данных. После успешной нормализации данные из хранилища попадают в информационную систему обработка. Данная информационная система обеспечивает оперативную и качественную обработку первичной стат-информации, прошедшую форматно-логический контроль, а также выполняет формирование статистических выходных показателей. Следующий, не менее важный процесс – это статистический анализ. Анализ данных предусматривает создание дополнительных показателей, таких как индексы, тренды или скорректированные с учетом сезонных колебаний динамические ряды, а также регистрацию качественных характеристик, а также обеспечивает проверку ее соответствия поставленной цели, требуемому уровню качества и готовности к применению. Следующий процесс, который мы рассмотрим, это распространение официальной статистической информации. Основополагающим принципом данного процесса является наиболее полное удовлетворение потребностей пользователей в статистической информации путем обеспечения к ней свободного доступа широкого круга пользователей. Бюро обеспечивает равный доступ ко всей официальной статистической информации путем размещения на своем сайте www.stat.gov.kz табличные материалы по отраслям, в том числе динамические таблицы с 1991 года, статистические публикации, отдельные показатели мониторинга реализации государственных программ и национальных проектов. Также для анализа больших объемов данных Бюро предоставляется информационно-аналитическая система Талдау, а также дэшборды по отдельным отраслям. И последний процесс, на котором я хочу остановиться, это оценка производственного цикла. Оценка проводится в конце статистического процесса, однако опирается на информацию, собранную на различных этапах, и предусматривает оценку успешности конкретного события статистического бизнес-процесса. Бюро в целях осуществления данной оценки составляет отчеты по качеству, которые содержат информацию о степени соответствия методологии формирования официальной стат-информации критериям оценки качества с целью представления ее пользователям. Основными критериями оценки качества являются доступность и ясность, актуальность, точность, своевременность и пунктуальность, согласованность и сопоставимость. Отчеты по качеству размещаются и поддерживаются в актуальном виде на сайте Бюро. И хотелось бы отметить, что все процессы Бюро соответствуют типовой модели производства статистической информации GSBPM, утвержденной Европейской экономической комиссией ООН на конференции европейских статистиков в январе 2014 года. Ну вот и подошел к концу наш урок. А на следующих уроках мы с вами поговорим о том, как искать нужную нам статистическую информацию на сайте Бюро, а также остановимся на 5 основных правилах интерпретации данных. Оставайтесь с нами, и мы углубим ваши знания в области статистики.